Мой знакомый попросил меня написать картину в сеть греческих ресторанов с использованием их фирменного логотипа. За идею я взяла рисунки, которые уже используются в оформлении ресторана с меню из салфеток. Затем в работу я добавила свое видение. Это голубое небо и золотая поталь, чтобы лучше передать атмосферу Древней Греции. Для основы я взяла хлопковый холст размером 55 на 75 сантиметров с тройным грунтом, акриловые краски, специальный клей для потали и листы золотой потали. В завершении работа покроется защитным сатиновым спрей-лаком. Для создания нежных облаков я использую очень простую палитру: белый, светло-голубой, немного синего и каплю коричневого оттенка для глубины. Смешивая эти цвета, можно получить мягкое и естественное небо. Облака мне удобнее рисовать пальцем, так как легче сделать мягкие переходы между оттенками и добиться более естественной формы. Сначала я перенесла весь рисунок на холст простым карандашом. Больше всего времени у меня ушло на колонны. Добиться идеальной симметрии оказалось не так просто, даже с линейкой. После того, как эскиз был готов, я начала прорисовывать колонны акриловыми красками. Сначала нанесла основные оттенки, а затем постепенно добавила свет и тени, чтобы придать им объем. На этом этапе я надеваю перчатки и наношу специальный клей только на те участки, где будет золотая поталь. После нанесения клея я жду примерно 5 минут, пока он станет слегка липким. Это очень важный этап, потому что на слишком влажном клее поталь будет смещаться и все пачкать, и может плохо приклеиться. Поталь клеится только на акриловую основу, потому что на масляной поверхности она со временем может окисляться и менять свой цвет. И это главное условие. Поталь очень тонкая и хрупкая, поэтому ее нельзя брать голыми руками. От прикосновений она легко рвется, а жир и влага с кожи могут оставить следы и со временем приведет к ее окислению. После того, как лист потали уложен на клей, я аккуратно прижимаю его мягкой кистью. Это помогает потали плотно прилечь к поверхности. Повторить все детали рисунка и хорошо закрепиться.
Я пробовала брать ее пинцетом. Мне неудобно. Самый лучший способ оказался брать поталь прямо с бумажным листом, на котором она лежит в упаковке, и потом просто снимать лист бумажный, а поталь остается на холсте с клеем. Во время работы важно следить, чтобы кисть оставалась абсолютно сухой и чистой. Когда я прижимала поталь к поверхности, кисточка иногда задевала свежий клей, и из-за чего начинала прилипать и могла повредить тонкий лист. После нанесения потали я оставляю ее примерно до 10-15 минут, чтобы она хорошо сцепилась с клеем. Затем очень мягкой сухой кистью аккуратно убираю все лишние фрагменты, оставляя поталь только в тех местах, где был нанесен клей. После того, как клей полностью схватился, прошло примерно 10-15 минут. Теперь можно очень аккуратно снять лишнюю поталь мягкой и сухой кистью. Все, что не приклеилось, легко убирается, а золотой рисунок остается только на тех местах, где был нанесен клей. В некоторых местах поталь приклеилась не полностью. Это нормально, особенно если поверхность имеет мелкие неровности. Поэтому я еще раз аккуратно нанесла клей на эти участки, немного подождала и повторно наложила поталь, чтобы покрытие получилось ровным и красивым. После нанесения потали обязательно оставляю картину примерно на сутки. За это время специальный клей полностью высыхает и надежно фиксирует тончайшие листы потали на поверхности холста. Только после полного высыхания можно наносить защитный лак. Если сделать это слишком рано, тогда клей еще не успеет окончательно схватиться. Есть риск повредить поталь и ухудшить качество ее сцепления с поверхностью. Защитный лак создает прозрачный барьер, который предохраняет поталь от влаги, воздуха и окисления, благодаря чему ее красивый золотой блеск сохраняется на долгие годы.
Крупные кусочки потали, которые остались после работы, я аккуратно собрала и убрала в коробочку. Возможно, они еще пригодятся мне для следующих картин. А совсем мелкие остатки я собрала обычной щеткой для уборки. Конечно, я рекомендую всем воспользоваться пылесосом, но у меня робот-пылесос, я не знаю, как он отреагирует на такую легкую золотую пыль, поэтому решила не экспериментировать. Когда картина полностью готова, я обязательно подписываю ее с обратной стороны водостойким маркером, указывая название работы, материалы, размер, год и место создания, а также свой авторский знак. В завершение я устанавливаю подвесную систему для картин. При помощи обычной отвертки закрепляю металлические крепления и натягиваю стальной тросик, чтобы картину можно было сразу повесить на стену. В самом конце слегка подбиваю подрамник деревянными клиньями. Они помогают сохранить хорошее натяжение холста и при необходимости позволяют немного его подтянуть со временем. Клинья шли в комплекте с картиной. В завершении я покрываю картину защитным лаком в виде спрея. Мне очень нравится такой способ, потому что он занимает буквально несколько секунд и позволяет равномерно покрыть всю поверхность. Лак сохнет сутки. Главное, спрей наносить на горизонтальную поверхность, чтобы не было подтеков. Я рекомендовала бы использовать глянцевый лак. У меня сатиновый лак остался от прошлых работ. Сразу после нанесения лак имеет довольно сильный запах, который обычно держится около суток. Затем он постепенно ослабевает и примерно через 3-5 дней исчезает полностью. Теперь картина полностью готова. Совсем скоро она займет свое место в ресторане Артемида. И я надеюсь, будет радовать не только его хозяина, чье имя изображено на картине, но и многочисленных посетителей. Буду очень рада, если мой опыт и процесс создания этой картины будут для вас полезными. И, возможно, вы вдохновитесь на собственное творчество, рисование или рукоделие. Ведь самое главное – это получать удовольствие от того, что ты создаешь своими руками. До встречи и подписывайтесь!